Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы будем готовить тарт с орехами. Тарт — это открытый пирог из несложного теста с разнообразными начинками. Такой десерт обычно легко и быстро готовится, получается очень вкусным. Итак, для нашего орехового тарта нам понадобятся сегодня следующие ингредиенты. Для теста 150 граммов муки, 60 граммов сливочного масла, 2 желтка, 60 граммов сахара и четверть чайной ложки соды. Также понадобится 200 граммов орехов. А для сиропа 50 мл воды, 100 граммов сахара и столовая ложка меда. И для начала замесим тесто. Для этого муку нужно смешать с содой и порубить со сливочным маслом, которое обязательно должно быть мягким. Муку с маслом можно порубить и в блендере, но так как масло мягкое, оно хорошо расходится с помощью вилки. Эту смесь нужно довести до состояния крошки. Теперь смешиваем сахар и желтки и растираем их до бела. Масса посветлела, и теперь в нее выкладываем нашу крошку из муки и сливочного масла и хорошо замешиваем однородное тесто. Тесто должно стать густым, чтобы его можно было раскатать, но при этом оно должно быть мягким и эластичным. Из теста скатаем шар, завернем в пищевую пленку и уберем на 10 минут в морозильную камеру. И пока у нас есть немного свободного времени, можно подготовить орехи для начинки. Их нужно прокалить в сковороде на достаточно сильном огне. Но разные орехи готовятся по-разному. Так, например, в грецкий орех нужно добавить несколько капель растительного масла. Таким образом он отдаст больше своего аромата и вкуса. А вот фундук и миндаль нужно калить на сухой сковороде. Орехи нужно прокаливать минут 5, постоянно помешивая до румяного цвета. Наше тесто слегка застыло, и теперь его нужно размять по дну формы, сделав небольшие бортики. И так как оно очень мягкое, это легко сделать руками. Дальше выпекаем наш корж на температуре 180 градусов в течение 25 минут. Но первую половину времени нужно выпекать под прессом. Для этого возьмем пекарскую бумагу и насыпем сверху, допустим, горох или фасоль, что-то тяжелое. Хочу поделиться с вами секретом, как сделать пекарскую бумагу более мягкой. Ведь она достаточно жесткая и неровно ложится на тесто. Для этого нужно ее всего лишь намочить, хорошо просушить полотенцем, и она станет мягкой и послушной. Фасоль на тесте не допустит на нем возникновения пузырей или каких-то неровностей, а убрать ее можно минут через 15 от начала выпечки. Затем наш корж выпекаем до румяного цвета. А пока выпекается основа для нашего тарта, приготовим сироп для орехов. Для этого воду и сахар нужно смешать, прокипятить несколько минут и затем добавить мед. Варить нужно до появления карамельного оттенка. Если края нашего коржа слишком подрумянились, их можно просто срезать ножом. Тогда тарт получится намного красивее. Сироп сварился, он потемнел и слегка загустел. Теперь добавляем в него орехи, хорошо перемешиваем и выкладываем на основу для тарта. Через час сироп застынет, и вкуснейший ореховый тарт с рассыпчатым тестом готов. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, тогда вы не пропустите мои новые видео. Пишите мне комментарии, а также заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Приятного вам аппетита. Пока!